Жим штанги из-за головы сидя. Сидя на скамье, штангу положить на плечи за головой, держа хватом сверху. Сделать вдох и выжать штангу вверх над головой. По окончании движения сделать выдох. Это упражнение нагружает в основном средние пучки дельтовидных мышц и верхнюю часть трапециевидных мышц, а также трицепсы и переднюю зубчатую мышцу. Нагрузке подвергаются хотя и меньше, также ромбовидные мышцы, подосные, малые, круглые и надосные. Держите спину ровно, не сутулясь и не прогибаясь сильно в пояснице. Обезопасить себя от травматизма можно, поместив гриф штанги на стойку. Существует множество тренажеров, позволяющих выполнять это упражнение в упрощенной форме и безопасных условиях. Внимание! Чтобы избежать травм и плечевых суставов, которые являются в этом упражнении особо уязвимыми, можно видоизменять технику движения, опуская гриф штанги относительно уровня шеи, насколько позволяет степень подвижности суставов. Жим штанги с груди сидя. Сидя, штангу держать перед собой, хватом сверху, положив ее на верхнюю часть груди. Сделать вдох и выжать штангу вертикально. Сделать выдох в верхней части движения. Это базовое упражнение, в основном развивает переднюю и среднюю части дельтовидных мышц, ключичную часть грудной мышцы, верхний отдел трапециевидных мышц, трицепсы, передние зубчатые мышцы и глубоко расположенную надосную мышцу. Выполняя это упражнение в положении стоя, не следует слишком сильно прогибать поясницу, чтобы увеличить нагрузку на передней части дельтовидных мышц. Заведите локти слегка вперед. Для более интенсивного воздействия на средние отделы дельтовидных мышц локти лучше раздвинуть, развести в стороны. Существует множество тренажеров, подставок и стоек, позволяющих без особых усилий в исходном положении видоизменять эти упражнения, не обращая внимания на корректировку поз и сосредоточить ваше внимание на проработке дельтовидных мышц. Существует два варианта выполнения упражнения. Хват узкий, локти вперед. Преимущественно задействуются передние части дельтовидных мышц, ключичная часть большой грудной мышцы и длинная головка трицепса. Второе. Хват широкий, локти отведены в стороны. Преимущественно задействуются передние и средние части дельтовидных мышц и верхние отделы грудных мышц. Жим гантелей лежа. Это одно из редких упражнений, которые могут выполнять те, кто страдает от известного синдрома стыка. Действительно, выполняя жим гантелей лежа с прижатыми вдоль туловища локтями, вы интенсивно не прорабатываете переднюю часть дельтовидной мышцы и в меньшей степени ее среднюю часть, избегая чрезмерного трения в переднем отделе плеча в конце упражнения. Несмотря на локальную патологию, это упражнение при регулярном применении позволит сохранить объем и тонус дельтовидных мышц. Более того, это упражнение может быть использовано в качестве восстанавливающего после разрыва большой грудной мышцы, поскольку жим при расположенных вдоль туловища локтях уменьшает растяжение большой грудной мышцы и тем самым снижает опасность разрывов в пораженной зоне. Выполнение упражнения. Лежа на спине, грудь выгнута, лопатки слегка сомкнуть. Гантели держать в обеих руках, ноги поставить на пол. Локти согнуть и прижать к туловищу. Сделать вдох и выжать гантели вверх. По окончании движения сделать выдох. Возвращаясь в исходное положение, контролируйте движение. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.